Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свитерок. Хочу показать вам красивый узор коса. Он очень легко вяжется. Такой узор будет смотреться красиво в дополнении с какими-то мелкими узорами или же в сочетании с лицевой гладью. Так вот он выглядит с лицевой стороны. Как вам этот узор, понравился или нет? Оставляйте свои комментарии под видео. Его изнаночная сторона. Раппорт узора составляет 26 петель. В высоту узор вяжется 12 рядов. Этот образец связан нитками Газал Organic Baby Cotton, спицы 4 мм. Схема у нас представлена на 32 петли, то есть вот так будет схема связана с дополнительными дорожками. И в схеме 14 рядов, то есть первый и второй ряд, когда вы только начинаете вязать узор, идет распределение петель. А далее с 1 по 12 мы вяжем по схеме. Итак, для работы нам нужны будут спицы, нитка и вот такая дополнительная булавочка для косы. В схеме 32 петли и плюс 2 кромочные. Набираем 34 петли удобным для вас способом. Узор вывязывается с лицевой стороны. В изнаночных рядах петли провязываем по рисунку, накиды провязываем изнаночными. Схема будет для кругового вязания, поэтому петли, которые с лицевой стороны провязаны лицевыми, с изнаночной стороны вы провязываете изнаночными. Первый ряд нашего узора мы распределяем петли. Кромочную снимаем. Далее у нас лицевая, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, далее 6 изнаночных, восемь лицевых, далее 6 изнаночных, лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 1 изнаночная, лицевая, кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору. И теперь вяжем по схеме. Итак, первый ряд, кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, далее 6 изнаночных, следующие петли нам нужно провязать косу. Мы 4 петли снимаем на дополнительную спицу. Оставляем их за работой. Провязываем 4 лицевые. И провязываем наши снятые петли тоже лицевыми с дополнительной спицы.
Далее у нас 6 изнаночных. Лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая и кромочная. Второй изнаночный ряд, петли провязываем по рисунку. Третий ряд, кромочная, лицевая, изнаночная, 2 лицевой с наклоном вправо, переворачиваем петли, накид, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. И дальше вывязываем косу. 4 петли снимаем на дополнительную спицу. Я буду снимать на ту же спицу, я уже так привыкла вязать, мне удобно. Провязываем 4 лицевые, оставляем их за работой. Провязываем 4 лицевые. И теперь провязываем наши снятые петли с дополнительной спицей изнаночными. Далее 4 петли снимаем, перед работой оставляем их. Далее провязываем 4 изнаночные. Теперь провязываем наши снятые 4 петли лицевыми. Две изнаночные, лицевая, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, кромочная. 4-й ряд, изнаночные петли провязываем по рисунку. 5-й ряд, кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 3 лицевые, далее лицевую петлю снимаем, она у нас перед работой, нить за работой, провязываем 4 изнаночные, и теперь провязываем нашу снятую лицевую петлю лицевой. Далее 4 изнаночные мы снимаем, нить перед работой, провязываем лицевую и далее снятые наши петли мы провязываем изнаночными, 4 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, кромочная. 6-й ряд изнаночный, петли провязываем по узору. 7-й ряд, кромочная, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые, лицевую петлю снимаем, нить за работой, провязываем 4 изнаночные, теперь провязываем
меняем их местами. Или если вы снимаете на дополнительную спицу, то с дополнительной спицы провязываем лицевую петлю. Далее 2 лицевые. Следующие 4 снимаем на дополнительную спицу. Нить перед работой. Провязываем лицевую. И петли 4 изнаночные петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. 2 лицевые, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, кромочная. 8 изнаночный ряд петли провязываем по рисунку. 9 ряд кромочная, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. Следующую лицевую мы снимаем, не провязывая. 4 изнаночные. Далее снятую лицевую петлю провязываем лицевой. 4 лицевые. Далее 4 изнаночные мы снимаем на дополнительную спицу, нить перед работой, лицевая, и 4 снятые петли провязываем изнаночными. Лицевая, 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая, кромочная. 10 изнаночный ряд петли провязываем по рисунку. 11 ряд кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, 2 изнаночные, лицевую снимаем, нить за работой, 4 изнаночные, теперь провязываем лицевую снятую петлю лицевой, 6 лицевых, следующие 4 изнаночные снимаем на дополнительную спицу, нить перед работой, провязываем лицевую петлю и затем провязываем снятые петли изнаночными. 4 изнаночных у нас. Далее 2 изнаночные, лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая, кромочная. 12 изнаночный ряд петли провязываем по рисунку. Так мы связали все 12 рядов нашего узора. Далее, повторяя раппорт с 1 по 12 ряд, получится вот такая красивая коса. Этот образец связан нитками Gazal Organic Baby Cotton, спицы 4 миллиметра. Здесь спицы 3,5 миллиметра и шерстяная ниточка, она тоненькая. Вот красиво получается и в розовом цвете, и в голубом. Ну и с изнаночной стороны он выглядит так же красиво.
Всем большое спасибо за просмотр. Кто не подписался на канал, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать новости нашего канала. Всем хорошего настроения, ровных петелек. До скорых встреч!